После того, как нами сегментированы сканы и сегментировано КТ с разделением на кости и корни, мы переходим к этапу симуляции корней. Вначале нам показываются сегментированные корни, и мы должны проверить правильную нумерацию и состав и наличие каких-то дефектов. Ну вот, может быть, вот здесь мы э, вот эту вот часть корня просто хотим убрать. Например, вот так. Тут есть множество разных способов обработки, как, например, можно дехарактеризовать, вот как я сейчас, убрать лишнее. Отделить это как зуб, если два зуба спаяны между собой. Отделить как часть зуба, если часть одного зуба отнесено к другому зубу. Объединить две части в один зуб и сшить эти две части в один зуб. Это специальные инструменты, которыми можно пользоваться, если корни выделены не так хорошо, как в данном примере. Далее мы переходим непосредственно к построению корней. И в данном случае нам показывается сечение на каждом зубе, где эта точка характеризует верхушку корней, а эта точка характеризует вход этого корня в кость. И если все зависит тоже от качества КТ, и если есть какая-то неточность, то у нас есть возможность корректировать положение этой точки, просто перенеся ее в пространстве, двигая ее в пространстве, либо нажав эту кнопку, модифицируя положение вместе с костью. И таким образом мы можем корректировать еще и костную ткань. Для верности проходим по каждому зубу и смотрим, есть ли необходимость в каких-то коррекциях. Если хорошее КТ, практически этого не нужно делать, и дальше все делается на автомате, нажав кнопку «Далее». Ну вот мы просмотрим это лишний раз. Вот. И еще раз повторюсь, мы корректируем длину и положение этих точек, модифицируя кость или нет. Можно корректировать номер зуба. Мы переходим вот мы видим, какой зуб мы проводим анализ. И здесь есть тоже кнопка корректировки. Нажимая «Далее», мы проводим автоматизированную обработку и сшивку корневой части с коронковой части скана. Все это делается вот в автоматическом режиме, и практически от пользователя не требуется никаких действий. Этап закончен, и мы видим, как сшивка произошла. И теперь мы можем еще раз просмотреть полученный результат и скорректировать по необходимости инструментами коррекции формы. Обычно, ну, это вот таким образом мы можем корректировать как-то. Либо добавляя материал, либо удаляя, сглаживая. Либо еще такой вариант, как коррекция сечения, когда мы можем посмотреть вот и подкорректировать форму корня, видя это на сечении. После коррекции выходим и выходим из самой функции.